Так, всем здравствуйте. В этом видео мы нарисуем с вами картину с кораблем. Давайте приступим. Для этого картины. Перед началом ролика просьба подписаться на канал, поставить лайк и при желании написать любой комментарий под видео. Для вас это не сложно, а для меня повышение активности на канале будет мотивировать записывать еще больше обучающих роликов для вас. Заранее благодарю и желаю приятного просмотра. Для картины нам потребуется черный, белая краска глянцевая, акриловая и лак глянцевый. Собственно, перед началом надо спрятать хорошо баллончики, я это уже сделал. Для начала берем белую краску. Я подложу, чтобы сюда можно было. И у нас вот здесь сейчас будет, мы небо начнем с неба рисовать. Белой краской вот здесь нужно немножко побрызгать, чтобы была подложка. Так, немного побрызгаем. И можно немножко чуть-чуть внизу. Так как там потом будем рисовать воду. Потом берем черный. Также не забываем снять цвет. Я также его черкнул предварительно. И закрашиваем примерно 2/3, наверное. Вот так вот. Баллончик плохо стряхнул, видите, как получается, так себе. Так, закрасили. И берем газету обычную. И просто прикладываем. И разглаживаем рукой. Не обязательно прям плотно, просто так разгладили. Смотрим, что получилось. Если нас устраивает, то оставляем. Если нет, то можем либо еще раз газетой пройтись, либо краской добавить. В данной ситуации я сделаю больше свечения. И просто в центре немножко распилю белого. Также приложу газету. В принципе, меня такой вариант устроит. Далее берем белую краску и делаем в центре такое свечение. И можно сделать полукругом. Тут уже смотрите по своим ощущениям, как вам нравится. Сильно жестких правил тут нет, как бы, в этом рисовании. Немножко вот так сделаю. И также чуть газеткой пройдем. Газету побольше взять надо. Побольше возьму. Также приложу. Разглажу. Краска уже начинает подсыхать, поэтому прилипает. Заодно рассмотрим вот такой вариант, кстати, это хорошо, что получилось. Что делать в таком случае, если газета прилипла? Как ее убрать? Просто берем глянцевый лак и на газету. И просто либо мастихином поддеваем, либо просто пальцем. Вот мы убрали дефект. Я еще, наверное, белым закрашу.
хлеб взял. Так, в принципе, я оставлю, меня устраивает. Что мы делаем дальше? Дальше можем сделать звезды. Просто пальцем. В данном случае я их не буду делать, просто не хочу руки пачкать. А вы можете, как я вас обучал, просто брызгаем и двумя пальцами разбрызгаем на само полотно. Ну, в принципе, я могу это сделать с помощью шпателя. Хотя с помощью шпателя мне не очень нравится, потому что капли краски соударяются сильно и капли разбрызгиваются. Получаются большими. Если хотите, так стряхнем немножко и в принципе, достаточно. Что мы делаем дальше? Дальше нам нужно сделать воду. Как мы делаем воду? Берем белую краску. Просто здесь прочерчиваем как немножко по сторонам. Как будет свечение у нас. Теперь все это дело закрашиваем черным цветом. Берем. Закрасили, чтобы примерно ровно было. И далее берем кусок, я использую картон поплотнее, им удобненько. Просто так прикладываем и вправо-влево двигаем. Снимаем слой краски, чтобы получилось подобие воды. Так, просто приложили. Так, у меня, правда, немножко это двигается. Я ее проклеил, но она плохо держится. Я сейчас добавлю малярного скотча. С другой стороны, когда возникают ошибки, это хорошо, как бы для примера для вас. Вы будете видеть, какие могут встречаться и что делать в данной ситуации. Давайте я пока уберу. Вот так. Приклею. Приклею здесь. Также напоминаю, что лучше использовать перчатки и маску, респиратор. В данном случае я не использую, потому что мой голос было бы плохо слышно. В целях безопасности обязательно нужно использовать. Просто приложим. Как бы надавить, но... Упс. Ну, ничего страшного, думаю, так получится. Давайте попробуем еще раз, дубль 2. В принципе, можно попридерживать. Краска уже подсохла, поэтому берем лак и просто распыляем место, где будет вода. Вот таким вот образом просто делаем. Если видите, что здесь нужно добавить немножко, поцарапать, да, просто надавливаем в этом месте посильнее. Вот, в принципе, вот такая вода получилась. Довольно неплохо. Далее, что нам нужно сделать? Далее мы будем рисовать сам корабль. Можно рисовать его кисточкой, но в данном видео я покажу, как рисовать не кисточкой. Берем кусочек картонки. Примерно вот так вот отрываем примерно. Или даже можно чуть поменьше. Вот так отрывал, мне в принципе достаточно. Берем место, куда мы будем наливать черную краску. Распыляем ее.
Потом просто держим, набираем краску. Набрали. Видите, что черное было. Как рисуется корабль. Покажу один из способов. Прикладываем чуть выше воды уровня. Примерно вот так. Прикладываем и чуть-чуть вправо проводим. Это у нас будет, сейчас вы увидите, что это у нас будет перед у нас. Далее также набираем краски. В этом месте прикладываем. Вниз проводим до уровня воды. Так, провели. Так. Вот, нормально. Так, корабль, правда, можно было левее сместить, но ничего страшного. Далее прикладываем примерно по центру. Также проводим. Я сделаю его чуть покороче, наверное, корабль. Пусть будет короткий, потому что справа уже не хочет выступать. А здесь чуть выше берем. Так, здесь что-то не хочется краска ложиться. Вот примерно вот так вот сделаем. И теперь нужно нарисовать эти мачты. Просто также прикладываем. Можно 2-3 по желанию. Здесь, в принципе, можно и 2 было сделать. Я сделаю. Давайте. Вот одну большую по центру. Просто приложил. Протянул. Давайте сделаю 3, ну, поменьше. Одну вот здесь. И одну вот здесь. Можете и длинными делать, по желанию. Главное принцип понять. Вот, что мы делаем дальше? Дальше делаем перегородки. Краска подсохла, кончилась. Чуть добавим. Просто набираем и делаем перегородки. Можно ровные, можно под углом. Я сделаю под углом. Одна, вторая. Здесь сделать третью. Здесь поменьше бы желательно сделать. Но ничего страшного. Так, сделаем. И здесь также сделаем. И теперь нужно поверху этих сделать штучек. Просто набираем кончиком краски. Прикладываем кончиком и вправо чуть смахиваем. Краски много лучше не брать. Такие штуки. Просто приложили и вправо провели. И теперь нужно рисовать сами паруса. Их рисовать достаточно просто. Просто прикладываем к палке, которую мы перегородки делали, и просто вниз. Вниз и вправо. Как-то вот. Так. Так что мне картонка не очень нравится моя. Давайте я другую кусочек возьму. Она почему-то под углом немножко у меня получается. Взял другую. Также набираем. Да, если корабль был бы пошире и побольше, вот здесь место было, они бы смотрелись более кучнее, видите, просто 3 мачты, их это сильно много, они как-то смотрятся на ляписто. На ляписто, слово прикольное. Ну ничего страшного, для примера этого достаточно. Что мы делаем далее? Далее берем обычный мастихин, берем лак глянцевый, немножко корабль сбрызгиваем
И нам нужно немножко его поцарапать, так скажем. Вот, которая есть палка, она по краешку немножко проводим. Тем самым немножко тени просто придаем. Так провели. Далее, что можно еще? Здесь получается вот по линии проводим. По линии провели, потом чуть-чуть выше проводим. И делаем просто линии вертикальные. Опять подсохло. Просто царапаем вертикальные линии. Далее здесь проводим. Также здесь. Здесь тоже подсохло. И можем вот так еще ниже провести. И также здесь. Далее по самой мачте можно провести. Вот так немножечко вытру. По самой мачте немножко так. И по самой. Тем самым немножко вид придается. Здесь также, в принципе, можете как по желанию, где вы видите, ну, считаете нужно, поцарапать. Вот. Я оставлю. Так. Так, я вот так оставлю. Далее нам нужно нарисовать горы по краям. Как мы их рисуем? Берем картонку, например, любую, и делаем рельеф гор, которые мы хотим. Лучше делать сверху вниз, чтобы они были под углом. Так, получается наоборот, наверное. А, нет, все правильно, все правильно. Как хотите, делайте по желанию, опять же. И просто прикладываем. Вот так. Берем белую краску. Угу. У нас будут такие вот горы. И просто прокрашиваю немножко поверху. Немножко совсем. Ну, как видите, получается такое свечение прикольное. И визуально кажется, что там горы. Также и здесь делаем. Так, значит, нужно перевернуть ее. Я сделал здесь небольшие совсем. Вот такую примерно. Достаточно. Вот, нормально, в принципе, получилось все. Если что, немножко зашел вниз, этого можно, не нужно было точно делать, но ничего страшного. Выглядит довольно-таки неплохо. Хотя можно взять кусочек картонки и просто также уводить. Опять же, это по желанию. Хотя ладно, я не буду это трогать, ничего страшного. И также нам нужно сделать горы вот здесь еще по краям. Можно использовать ту же картонку, а можно другую, придумав другой рельеф, так скажем. Давайте я возьму другую. Теперь можно сделать сам рельеф гор. Как он делается? Просто берем черную краску. Примерно смотрим, где будет гора у нас. Так, как бы ее так сделать? Я вот такую вот сделаю. Вот. И просто черным цветом
Прокрашиваем. Также здесь смотрим, какая будет. Давайте сделаем тоже вот так. Тоже прокрашиваем. Далее берем белую краску и просто по верху немножко. Так. Вот сделали. Это будет свечение наше. Берем розетку. Также. И просто вот так вот. Подсохло немножко лаком. Также здесь оставляем белое, чтобы главное видно было, придавало эффект свечения. Пойдет. Пускай пока здесь подсохнет, можно в воде придать тени. Также тень от корабля будет. Вам нужно ровную картоночку, кусочек. Также набираем черной краски. Это не сильно принципиально, но можно так немножко. В принципе, сильно не видно, но смотрите сами. И теперь нужно нарисовать нам две лодки, да, здесь. Можно опять также использовать кисточку, нарисовать. А можно, в принципе, картонкой. Но давайте в данном случае мы кисточкой лучше это сделаем. Кисточкой более ровно получается, что ли. Единственное, кисточку я не отмочил. Давайте попробуем разжижить лаком. Так, она очень жесткая, не хочет. Этот момент немножко не продумал. Но, в принципе, нет, это будет, наверное, достаточно. Убираем краску. Рисуем лодку, я не знаю. Как видите, лодку так и рисуйте. Я, допустим, сделаю так. И вот так. Надо побольше, так, наверное, да? Намечаю вначале контуры. Две лодки будут. И потом побольше краски. И закрашиваю в центре уже. Также здесь. Это она очень худая у меня получилась эта лодка. Но ничего страшного, пойдет. Я художник, я так вижу, как говорят, да? Вот. Так, что делаем дальше? Берем мастихин, берем лак, лодки брызгаем и по контуру царапаем. Так. Так. Быстро краска высыхает. Поэтому используем лак. Что будешь делать? Ну ничего страшного, нормально. Нормально.
И теперь рисуем сам центр. Так, что-то не очень он получился, если честно. Не знаю, примерно, наверное, здесь будет лучше смотреть, но ничего страшного. И в центре делаем перегородки. Лодка будет. И... Однако это вообще страшное. Вот, 2 лодки. В принципе, все у нас пока нормально. Здесь можно было тоже кисточкой, кстати, поработать, чтобы темнее смотрелось. Ну, давайте. Что еще можно сделать? Можно еще нарисовать такую штуку, куда лодки швартуются. Не знаю, как они называются. Просто рисуем палочку такую. И здесь как будто размытие. И рядышком еще одну. Правда, кисточка толстая, надо потоньше их рисовать. Вот. И просто такие полосочки в воду. Но опять же, кисточка толстая. Хорошо, когда тоненькая. Просто такие в разные стороны. Да, кисточка толстая. Не получается аккуратненько. И вот так. Ну, да, лучше бы их не рисовал, мне кажется. Ну ничего страшного, пусть так будет. Также здесь поцарапаю. Вот. И что у нас тут, в принципе, все готово. Также ставим автограф свой, не забываем. Лак. Я в данном случае использую обычный фломастер. Вот. И что, можно покрыть ее лаком. И на этом картина готова. Если можете... Кстати, вот здесь можно было сделать, если опять же кисточка была тонкая, или лучше кисточка, конечно, такие линии, как веревки. Просто отверху, и они вниз вышли вправо-влево, вправо-влево. Я не буду этого делать, я просто картину лаком сейчас покрою. И все, можно картину убирать. Такая картина получилась. Просто убираем в сторонку и пускай сохнет.